Британские власти устроили интересное шевеление вокруг Ливии. С одной стороны, они обвинили Россию в том, что наши Минобороны готовятся воевать в этой североафриканской стране. С другой, военное ведомство самой Великобритании устроило масштабные учения в Омане, объявив, что готовится к войне против более мощных вооруженных сил, имея в виду прежде всего наши российские войска. 8 октября в желтом британском издании The Sun появился материал с кричащим заголовком «Россия отправляет войска и ракеты в Ливию, чтобы обеспечить удушение Запада». Москва не только поставляет вооружение силам маршала Халифы Хафтара, но и отправила свой спецназ, чтобы тренировать его бойцов. Это утверждает британская СМИ. Также оно утверждает, что Россия делает это, чтобы вышибить западные страны из богатой нефтью Ливии. Вот цитата некоего источника в британском правительстве, который счел необходимым поделиться своими опасениями с журналистами. То, что российские власти делают в Ливии, в точности повторяет их тактику в Сирии и Крыму. Они видят неконтролируемое пространство и используют его для максимального влияния на Запад. Это может вызвать катастрофические последствия и позволит им подорвать демократию на Западе, но мы опять ничего не делаем, чтобы это предотвратить. На следующий день, 9 октября, в одном из рупоров российских западников РБК вышла аналогичная публикация, только уже с утверждением, что отправку наших военных в Ливию подтвердил некий источник, близкий к Минобороны России. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в Восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы. То, что РБК дует в британскую дудку, это неудивительно. Вопрос в другом. Зачем вообще понадобилось раздувать тему русской угрозы в Ливии? Ведь демократизировали эту страну именно западные государства, и они же теперь пожинают плоды этого. Как вкусные в виде доступа к ливийской нефти, так и горькие в виде потока мигрантов. Правда, традиционно вкусности достаются в основном англосаксам и немного французам, тогда как большая часть горечи итальянцам, экономика которых и так трещит по швам под грузом долгов. Но это их западные традиции. Мы-то тут каким боком? Возможно, ответ содержится в Омане. Именно там, в пустынной местности, столь похожей на ливийскую, британская Минобороны затеяла крупнейшие за последние 17 лет военные маневры. Информация об этом появилась не в желтом боевом листке вроде The Sun, а в самой крупной британской газете The Times. По данным газеты, в учениях Safe Syria 3 сроком в месяц и стоимостью в 100 миллионов фунтов стерлингов используются дроны, стоящие менее 1000 фунтов стерлингов каждый. Отмечается, что британская армия впервые испытывает беспилотники в своих крупнейших военных учениях за 17 лет. В учениях задействованы также 5500 военнослужащих, 200 единиц бронетехники, 6 военных кораблей, десантный корабль и 8 истребителей «Тайфун». Помимо этого, армия испытывает дистанционно управляемый бронированный тягач массой в 30 тонн, предназначенный для очистки территорий от заминированных объектов. Учения готовят солдат сражаться со странами с гораздо более мощными вооруженными силами, чем у Британии, пишет издание. В связи с этим возникает мысль, что обвинение в адрес России – это акция прикрытия, призванная замылить истинные намерения британцев. Я вижу два варианта того, что именно может прикрывать эта акция. Вариант первый. Российские военные действительно есть в Ливии, и британская армия, понимая, что при нашей поддержке Хафтар навешает прозападным конкурентам люлей, готовится оказать им прямую поддержку. И в рамках этой поддержки допускают прямое боестолкновение с россиянами. Вариант второй. Никаких наших военных в Ливии нет, но Хафтар все равно вот-вот навешает прозападным конкурентам люлей. Чтобы этого не произошло, британцы готовятся ввести в Ливию свои войска и по традиции обвиняют в этом других, на роль которых и выбрали Россию. Как думаете, друзья, какой из этих вариантов ближе к реальности? Или, может быть, есть какой-то третий, который скрывается в тени за этими двумя, а я его попросту не вижу?